Ты можешь думать, что, чтобы что-то изменить, нужно больше стараться, больше контролировать, больше думать. Но есть одна проблема. Чем больше ты пытаешься сделать правильно, тем больше внутри появляется напряжение. И если посмотреть внимательно, это напряжение не помогает. Оно и создает ту самую нестабильность, от которой ты пытаешься уйти. И вот здесь даосизм делает очень неожиданный разворот. Он говорит, проблема не в том, что ты делаешь мало. Проблема в том, что ты делаешь слишком из усилия. И это не философия, это наблюдение. Причем настолько точное, что если ты посмотришь на себя, ты уже это видел. Даосизм часто переводят как «недеяние». И именно здесь начинается первая ошибка. Потому что современный человек слышит это как призыв ничего не делать, отступить, расслабиться, отказаться от воли, амбиций и участия в жизни. Но даосы говорили совсем не об этом. У них речь шла не о пассивности, а о другом качестве действия. О таком действии, в котором нет внутреннего насилия. О таком способе жить, при котором человек не ломает естественный ход вещей ради того, чтобы все соответствовало его страхам, ожиданиям и контролю. У Лао Цзы это связано с одной из главных идей Дао. Человек страдает не только потому, что в мире есть трудности, а потому, что он все время пытается быть больше, жестче и важнее самой жизни. Он вмешивается туда, где нужно было почувствовать. Давит там, где нужно было увидеть ритм. Ускоряет там, где все должно было созреть само. И в этом смысле недеяние — это не отказ от действия, а отказ от лишнего. От того усилия, которое рождается не из ясности, а из тревоги. Не из связи с реальностью, а из желания во что бы то ни стало навязать ей свою схему. В этом и состоит один из самых сильных парадоксов даосизма. Он как будто говорит человеку, чем больше ты пытаешься все удержать, тем больше теряешь. Чем сильнее стремишься быть убедительным, правильным, успешным, тем дальше уходишь от собственной опоры. И наоборот, когда ты перестаешь действовать из внутреннего зажима, появляется точность, которую невозможно выжать усилием. Даосы наблюдали это не как красивую метафору, а как сам закон жизни. Вода у них становится одним из главных образов именно поэтому. Она мягкая, но проходит везде. Она не спорит с формой мира, но постепенно меняет ее. Она не напряженная, но не слабая. Она не борется за право быть. И именно поэтому оказывается сильнее жесткого. И когда Лао Цзы говорит о мудрости, он очень часто говорит не о господстве, а о согласованности. Не о том, как подчинить мир, а о том, как не выпадать из его глубокого порядка. Для даосов проблема человека заключалась еще и в том, что он все время уходит от простоты. Он усложняет себя, усложняет желания, усложняет способы действия, а потом сам же запутывается в этой конструкции. Поэтому в даосских текстах часто звучит тема возвращения. Возвращение не назад в прошлое и не в какую-то примитивность, а к своей ненарушенной природе. К состоянию, где ты еще не перегружен чужими ожиданиями, лишними идеями о себе, постоянным стремлением доказать свою значимость. И это очень важный момент. Даосизм не пытается сделать человека сверхэффективным в современном смысле. Он вообще не строится вокруг идеи продуктивности. Его вопрос глубже. Из какого состояния ты вообще живешь? Насколько твое действие естественно? Насколько оно не оторвано от тебя самого? Потому что можно все делать правильно внешне, но при этом жить в полном разрыве с собой. И даосы бы сказали, это уже не гармония, а просто хорошо организованное внутреннее истощение. Если буддизм во многом показывает человеку, как он захватывается страданием и иллюзией устойчивого «я», то даосизм обращает внимание на другое, как человек начинает жить против хода вещей, как он теряет чувствительность к мере, ко времени, к зрелости момента. Чжуанцзы особенно любил показывать это через парадоксальные истории. У него мудр тот, кто не старается казаться мудрым. Целостен тот, кто не склеивает себя искусственно. Живой тот, кто не пытается каждую секунду соответствовать какому-то образу.
И в этом смысле даосизм вообще очень неудобен для современного мира, потому что он разрушает саму идею о том, что постоянное напряжение — это норма, а внутренняя перегруженность — признак значимости. Для даоса это было бы скорее признаком потери связи с дао. Именно поэтому сегодня эти тексты так легко недооценить. Мы читаем их как красивую древнюю философию, как набор восточных афоризмов, как что-то расплывчатое и не имеющее отношения к реальной жизни. Но если вчитаться, то ты увидишь, речь там идет не о мистической экзотике, а о базовых законах человеческого существования, о том, как человек портит собственную жизнь избыточным вмешательством, как теряет себя в попытке быть кем-то, как подменяет естественность контролем, а ясность — усилием. Просто язык у них был другой, образы были другие, эпоха была другой. Но указание было очень точным. Они не давали очередную систему убеждений. Они показывали, куда вообще смотреть, если ты хочешь понять, почему при всей внешней активности внутри часто остается ощущение, будто ты живешь не из себя, а все время через напряжение, через давление, через необходимость. Здесь есть очень неудобный момент, о котором почти никто не говорит. Почему, несмотря на все это, люди почти не идут туда по-настоящему? Почему даже те, кто читает, смотрит, интересуется, все равно остаются на поверхности? Потому что все, о чем говорят даосы, буддисты и любые древние источники, не дает человеку того, к чему он привык. Там нет быстрых результатов, нет ощущения контроля, нет понятного прогресса, за который можно зацепиться. И самое главное, там нет привычного «я», которое можно усилить, улучшить или подтвердить. А современный человек живет ровно на этом. Ему нужно чувствовать движение, даже если это движение по кругу. Нужно чувствовать, что он что-то делает, куда-то идет, становится лучше, сильнее, осознаннее. И как только он сталкивается с чем-то, где это движение останавливается, внимание просто уходит. Потому что для психики это выглядит как потеря опоры. С точки зрения мозга это тоже понятно. Все, что связано с быстрым результатом, новизной, дофамином, захватывает внимание. Все, что требует остановки, тишины, отсутствия явного действия, наоборот, воспринимается как нечто бесполезное. Не потому, что это действительно бесполезно, а потому, что это не дает мгновенного подкрепления. И в итоге происходит странная вещь. Человек может говорить про осознанность, про момент, про присутствие, может читать книги, смотреть видео, даже что-то практиковать. Но как только он приближается к той точке, где нужно не добавить что-то еще, а наоборот, перестать делать лишнее, он почти всегда разворачивается обратно. Не потому, что это сложно, а потому, что это непривычно. И именно поэтому древние тексты так часто остаются понятыми, но не прожитыми. Их читают как идеи, как философию, как красивую концепцию, но не как прямое указание на то, что происходит прямо сейчас. И, возможно, дело здесь не в том, что люди не хотят понять, а в том, что сама структура внимания у современного человека постоянно уводит его от этого, потому что туда нельзя прийти через усилия, а только через способность остановиться. И вот это как раз то, что почти никто не делает по-настоящему. Если углубиться в сами источники даосизма, то становится понятно, что это не была система в привычном для нас смысле. Это не учение, которое нужно принять, и не набор правил, которые нужно соблюдать. Это скорее попытка описать то, что невозможно зафиксировать словами до конца. Само слово «дао» в классическом тексте «дао дэ цзин» сразу обозначается как нечто, что нельзя определить напрямую. Лао Цзы буквально начинает с того, что дао, которое можно выразить словами, уже не есть подлинное дао. И в этом уже есть ключ. Речь идет не о концепции, а о реальности, которая существует до любых описаний, до любых попыток ее понять или контролировать. Лао Цзы не пытался создать философию в привычном смысле. Он скорее указывал на то, что человек утратил естественную согласованность с жизнью.
В его текстах почти нет прямых инструкций, зато есть постоянное возвращение к одному и тому же наблюдению. Чем больше человек вмешивается, тем больше он нарушает порядок, который уже существует. Причем этот порядок не внешний, не социальный и не моральный. Это порядок самой жизни, который проявляется во всем. От движения воды до роста дерева. И когда человек начинает жить, игнорируя этот порядок, он неизбежно создает напряжение, даже если внешне все выглядит правильно. Очень показательно, что у Лао Цзы мудрец — это не тот, кто знает больше, а тот, кто меньше вмешивается. Не тот, кто сильнее давит, а тот, кто не идет против естественного хода. Он не пытается стать кем-то особенным, не стремится доказать свою правоту, не удерживает контроль там, где его невозможно удержать. И именно поэтому он оказывается более устойчивым, чем тот, кто все время напряжен и старается соответствовать. В этом смысле даосская мудрость выглядит почти парадоксально. Сила проявляется не через давление, а через отсутствие внутреннего сопротивления. Не через усилие, а через точность, которая возникает, когда усилие перестает искажать действие. Чжуан Цзы идет еще дальше и показывает это через истории и образы. У него нет желания объяснить все логически. Он как будто специально разрушает привычное мышление, чтобы человек перестал опираться только на рассуждения. В его текстах встречаются мастера, которые делают сложнейшие вещи легко, не потому что они долго старались, а потому что перестали мешать процессу своим напряжением. Один из самых известных образов — это мастер, который разделывает быка, не потому что он механически повторяет движение, а потому что он чувствует структуру, в которую он входит. Его нож не встречает сопротивления, потому что он не режет вслепую, а движется в согласии с формой. И это не про ремесло, это про способ быть в мире. Для Чжуан Цзы проблема человека не в том, что он мало знает, а в том, что он слишком зажат в своих представлениях о правильном и неправильном. Он постоянно пытается зафиксировать себя, определить, кем он является, удержать устойчивую картину мира. Но сама жизнь, по даосскому взгляду, не фиксирована. Она меняется, течет, не повторяется. И когда человек пытается жить в жестких рамках, он неизбежно начинает конфликтовать с этой изменчивостью. Отсюда возникает внутреннее напряжение, ощущение, что нужно постоянно что-то удерживать, контролировать, подтверждать. Даосы видели в этом не силу, а наоборот, признак оторванности от реальности. Интересно, что в этих текстах почти нет противопоставления духовного и обычного. Даосы не делили жизнь на высокое и низкое, правильное и неправильное в том виде, в каком это делает современное мышление. Для них важнее было другое, насколько человек живет в согласии с тем, что происходит. Потому что можно говорить правильные слова, делать правильные действия, но при этом находиться в состоянии постоянного внутреннего усилия. И тогда все это теряет свою естественность. А можно жить проще, без попытки быть кем-то особенным и при этом быть гораздо ближе к тому, что они называли дао. Кстати, даосизм не предлагает человеку стать лучше. Он не предлагает идеальную модель поведения. Он не говорит, каким ты должен быть. Он скорее снимает лишнее, убирает напряжение, избыточность, постоянную попытку соответствовать. И если смотреть на это не как на философию, а как на указание, становится видно, что речь идет о очень простой, но непривычной вещи. О возвращении к состоянию, в котором жизнь не требует постоянного насилия над собой. И, возможно, именно поэтому эти тексты так странно читаются сегодня. Они не дают прямых ответов, не предлагают четких шагов, не создают ощущения контроля. Это не потому, что там мало конкретики, а потому что сама идея контроля там изначально поставлена под сомнение. И если это хоть немного уловить, начинает проясняться одна вещь. Все, что они описывали, это не какая-то отдельная древняя реальность. Это то, что продолжает происходить и сейчас. Просто мы смотрим на это другим языком, через другие конструкции, через привычку все объяснять и сразу применять. И поэтому иногда кажется, что эти тексты далеки от нас. Хотя на самом деле они описывают то, с чем человек сталкивается каждый день.
просто без привычного для нас способа это интерпретировать. Мы привыкли жить внутри мыслей, планировать, анализировать, оценивать, сравнивать, и в какой-то момент начинаем считать, что это и есть мы. Но мысль не источник, она лишь отражение. Книга «Путь сознания. Выход за мысль» не о том, как думать правильнее, и не о том, как улучшить себя. Она о том, как выйти за пределы привычного мышления и впервые по-настоящему соприкоснуться с тем, что осознает. Эта книга родилась не из теории и не из пересказа чужих учений. Она выросла из прямого опыта наблюдения, тишины, внимания и постепенного распознавания того, что остается, когда мысль отпускается. Здесь нет мотивации, нет обещаний быстрых изменений и нет попытки убедить. Есть путь. Спокойный, честный. Иногда непростой, потому что он ведет не к образам, а к реальности. «Путь сознания» — это книга не для ума, а для распознавания. Она не требует веры, не требует согласия и не требует отказа от привычной жизни. Наоборот, она возвращает к жизни, которая проживается прямо сейчас, а не в мыслях о прошлом или будущем. По мере чтения может происходить странное. Мысли начинают замедляться, внимание становится шире, появляется ощущение тишины не как пустоты, а как живого присутствия. Не потому что книга что-то делает, а потому что она указывает туда, где ты всегда был. В этой книге нет линейного сюжета. Каждая глава — это отдельная настройка восприятия. Ты можешь читать ее по порядку или открывать с любого места, возвращаться, останавливаться, читать медленно. Это не текст, который нужно понять. Это текст, с которым важно быть. Выход за мысль — это не отказ от мышления. Это возвращение на уровень глубже, где мысль перестает управлять, а становится инструментом. Где появляется ясность без напряжения. Свобода без борьбы. И радость не как эмоция, а как естественное состояние присутствия. Если эта книга откликнулась тебе, значит, ты уже на пути. Осталось лишь перестать искать ответы вовне и позволить вниманию вернуться туда, где все начинается.